Друзья, здравствуйте. 20 июня 2026 года. Мы в городе Минске. И сегодня цель нашего ролика — это Минск на костях. Мы сейчас добрались до Татарского сквера. Замкнул я велик недалеко. Уже успел пройтись по нему. В общем, раньше это был Минский Мизар. Так мусульмане называют свое кладбище. В общем, в 1962 году взорвали каменную мечеть на Немиге. И на месте построили ресторан, гостиницу юбилейная. Но через 12 лет, в 1974 году, власти решили снести это татарское кладбище, то есть Минский Мизар. Появилась в газете заметка о том, что кладбище будет убирать. Ну, те, кто смог, получается, смогли перезахоронить своих родственников. Ну, а все остальное, получается, бульдозером сравняли с землей. То есть буквально этот татарский сквер находится на костях этого татарского кладбища. Ну и осталась лишь одна могила, то есть свидетель того времени, и то чудом сохранилась. Родственники смогли там с кровью отвоевать у чиновников, чтобы ее оставили. Ну, аргументом было то, что это могила советского героя, можно так сказать, подпольщика Хасена Александровича. Родственники проявили мужество, в общем-то, и добились, чтобы могилу оставили. Это подпольщик, который выпускал прямо в оккупированном Минске подпольную газету, печатал «Звезда». Ну и про мечеть тоже велась, диалог между мусульманской общиной и властями. И вот они добились, что мечеть отстроили, и в 2016 году на краю сквера эта соборная мечеть была открыта, которая повторяет ту уничтоженную мечеть на Немиге, друзья. В общем, сейчас пойдем смотреть. Где-то здесь еще остались, как я искал, камни. Вообще могилы мусульманские из двух камней состоят. То есть плита могильная и у ног камень. Так вот, вроде как эти камни остались где-то лежать, а некоторые плиты отреставрировали, они находятся во дворе мечети. Я пока шел, не видел этих плит. Давайте вначале посетим ту единственную могилу Хасена Мустафовича Александровича, героя Минского антифашистского подполья. Ну и сама мечеть, можете наблюдать, уже проявляется из-за деревьев. Позже подойдем поближе. Вначале идем к могиле. Галину Адамовну подзахоронили в 1995 году к этой же могиле. То есть, получается, здесь сейчас двойная могила.
Ну вот здесь не видно, цветами загорожено. Там годы жизни жены. Ну вот так выглядит единственная сохранившаяся могила на татарском кладбище. Пойдемте попробуем посмотреть плиты отреставрированные. То есть то, что я читал в интернете, плиты отреставрировали, на них арабская бязь. И они, на них все читается нормально. Во внутреннем дворике этой соборной мечети. Где там этот внутренний дворик, непонятно. Ремонт какой-то проводит. Так, друзья, ну это получается плиты. Интересно, сможем ли мы подойти поближе, если только как-то обойти вокруг. Давайте попробуем. Нам надо ниже, получается, спуститься. В общем, вначале, друзья, глянем эти плиты, если нам удастся заснять их. Потом поищем плиты, которые у ног. Но они должны остаться здесь, на кладбище. Не знаю, удастся ли найти нам эти камни. Вообще, друзья, это первая мечеть, которую я посещаю. Но я не уверен, нужно ли нам здесь подниматься. Скорее всего, нет. Так, ну вот ремонтные работы проводятся. Центральный вход. Друзья, ничего не видно на табличке. Возможно, восстанавливаться будет. Ну, хорошо, что хотя бы плиты сохранили
как отреставрировали. Хотя многие уже просто стесаны тоже. Ну вот. Арабская вязь, судя по всему. Некоторые полностью стесаны, как здесь. Ну, не знаю, возможно ли что-то разобрать. Маловероятно. Хотя вот так солнце хорошо отражается. Так, друзья, вернемся в парк, уже с него будет включение. Так, друзья, ну вот мы входим снова в этот татарский сквер. В поисках камней, плит стесанных, которые, по идее, должны располагаться были в ногах у могил. Пойдем, друзья, через весь парк, вот так, не через дорожки. Может, где-то что-то увидим. Ну вот, друзья, судя по всему, то, о чем пишут в интернетах. Камни стесанные. Значит, здесь, получается, были могилы, которые разровняли бульдозером. Птицы. Друзья, долго думал, в какой плейлист положить это видео. У меня по Минску 2 плейлиста: парки и скверы, где, соответственно, парки и скверы Минска. Второй плейлист такой более исследовательский, там заброшки. И получается татарский сквер и кладбище татарское, которое уничтожено. Это одно и то же на одном и том же месте. И, наверное, положим мы этот ролик в 2 плейлиста.
Так, ну, камни мы нашли. Пойдем дальше еще. Так, друзья, саженцы высадили большие. Пройдем еще здесь. Ну, вообще, друзья, судя по всему, только там, в одном месте, я увидел эти камни. Тут, видимо, ничего уже не будет. А так, с 19 века до середины 20-го примерно здесь находилось кладбище, мизар этот мусульманский. Собак выгуливают. Ну и здесь в центре натуральная такая каменная, получается, сфера. Не сфера, а как назвать, не знаю. Там несколько лавочек в центре самого сквера. Друзья, обошли мы весь сквер полностью. В принципе, можно ролик заканчивать. Таких кладбищ в Минске вообще хватает, которые убраны и их сравняли с землей. Ну, это одно из них. Друзья, оставайтесь на связи. Всем удачи и до новых встреч.